Российская армия готовится к масштабному наступлению. Немецкие спецслужбы склоняют к сотрудничеству Индию, а фермеры продолжают блокировать границу, и к ним даже идет пополнение. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украина готовит мирный план, готовит мирную конференцию. Может быть, даже на нее пригласят россиян. Цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. Американский военный поджег себя у посольства Израиля с криком «Свободу Палестине». Я собираюсь отсюда на встречу с генеральным штабом, где они покажут мне этот двойной план. План эвакуации и план ликвидации оставшихся батальонов. Чучело Герасимова якобы привезли на фронт. Ну или хотят, чтобы мы так думали. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал, это очень важно. Поехали. Российские войска снова будут переходить в наступление в конце мая или летом, говорит президент Украины на пресс-конференции. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату, я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори в Сполучених Штатах Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Действительно, российская армия наступает и сейчас. За последнюю неделю они пытались продвинуться к юго-западу от Донецка. Успехи есть к западу от Кременной в районе Ямполовки и Тернов. С этих позиций до Славянска по прямой порядка 35 километров. На мирные переговоры надеются обе стороны, правда, каждая на своих условиях. Хотя, кажется, о том, чтобы поговорить, обсудить хоть что-то, заявляла только Украина. Сейчас президент рассчитывает на то, что такой мирный саммит состоится весной в Швейцарии. Коли країни підготують відповідний документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде. З їх боку ми не знаємо, але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде, так само, як і в форматі зернової ініціативи, цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатись вперед. Представители Киева даже говорят о том, что рассматривают возможность приглашения на такой мирный саммит представителей России. Логіка, вона така. Перший інаугураційний саміт, який відбудеться найближчим часом в Швейцарії. На сьогоднішній день запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам. На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений, разом, і це дуже принципово, без якихось там посередників, десь під столом, відкрито, за участю всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях. На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну и повернутися до справедливого миру. Из-за нехватки боеприпасов для сил обороны Украины министр иностранных дел призывает запретить их экспорт из европейских стран в другие страны, кроме Украины. Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе в третьи страны, должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы.
Кулеба говорит, что в Европе слишком поздно решили наращивать собственное производство, подписывать долгосрочные контракты и вводить в эксплуатацию новые производственные линии. Призыв Кулебы поддерживает и советник Белого дома по нацбезопасности. Джейк Салливан в интервью ABC говорит, что если США не сможет восполнить нехватку боеприпасов, Украина не сможет смело и мужественно дать отпор россиянам. США вместе с партнерами будут пытаться сделать все возможное, но не все зависит от них, именно от этих политиков. Многое зависит сейчас от спикера Палаты представителей США. Нам нужны деньги, чтобы предоставить оружие Украине. У нас нет денег. Только Конгресс может предоставить деньги. Такова реальность. И именно поэтому срочность принятия Конгрессом этого законопроекта так велика. И именно поэтому в конечном итоге все сводится к простому решению одного человека, спикера Джонсона. Если бы в Палате представителей проголосовали «за» или «против», законопроект был бы принят на двухпартийной основе. Поэтому спикеру Джонсону нужно решить, позволит ли он провести это голосование. Если он это сделает, Украина получит то, что ей нужно. Если нет, то у Соединенных Штатов не будет ресурсов, необходимых для предоставления Украине тех инструментов и возможностей, которые ей нужны. Вот к чему все это сводится. И это тот момент, который мы сейчас переживаем. А пока немецкие спецслужбы заявляют, что у Украины собственных запасов артиллерии может хватить до июня. И якобы Берлин даже ведет секретные переговоры с Индией о покупке боеприпасов для Киева. Об этом пишет немецкий Шпигель. Герасимов якобы приехал на фронт. Во всяком случае, пропагандисты пытались показать в своих сюжетах именно это. Россиянам напомнили, как выглядит якобы начальник генерального штаба, и, скорее всего, спрятали его после этого обратно в шкатулку. Был ли он на самом деле на линии фронта, пока непонятно, но построение с вручением медалей становится уже классикой. Прилетел Герасимов якобы на командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Ну, показали и показали. Польские протесты расширяются. Теперь к фермерам примкнут и перевозчики. До этого они не объявляли о своем участии, но теперь будут тоже блокировать границу. Кроме того, теперь они заблокировали и одну из главных трасс, ведущих в Германию, как заявляют в профсоюзе, на один день. Полиция призывает не использовать для грузовых перевозок трассу А12 недалеко от Франкфурта на Одере. Польша такими протестами, точнее польские фермеры, будут требовать уступок от Европейского Союза, и политики к ним присоединяются. Я буду требовать ограничить европейский зеленый курс. Фермеры даже считают, что эти решения нарушают их профессиональное достоинство. Нам нужно понять протесты фермеров, и я буду стремиться к этому на завтрашнем заседании Совета министров ЕС в Брюсселе. По словам Сикерского, протесты фермеров являются результатом, цитирую, определенных упущений, но также и плохих решений. Конец цитаты. Видимо, Сикерский ссылается на предыдущее правительство. Премьер-министр Палестины подал в отставку. Он написал официальное заявление президенту страны Махмуду Аббасу о том, что хочет уйти. Это решение принято в свете политических событий в области безопасности и экономики, связанных с агрессией против палестинского народа в секторе Газа и беспрецедентной эскалацией на западном берегу, включая и город Иерусалим. Следующий этап и его вызовы требуют новых правительственных и политических механизмов, говорит Штайе, и уходит в отставку. Американский военнослужащий поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне с криком «Свободу Палестине». Об этом пишет CNN. А на нашем телеграм-канале можно найти и видео произошедшего, на котором военнослужащий военно-воздушных сил США, который назвался Аароном Бушнеллом, говорит, что не хочет, цитирую, «больше быть соучастником геноцида». Конец цитаты. Затем он ставит камеру, обливает себя неизвестной жидкостью и поджигает. Секретная служба успела его потушить. Сейчас он госпитализирован. Мы не можем показывать вам видео тут, но можем рассказать, что сейчас происходит в Палестине, точнее в секторе Газа. Премьер-министр Израиля говорит о достижении победы. Я не уверен в точном сроке, но могу сказать, что мы все работаем над этим. Мы хотим этого. Я хочу этого. Потому что мы хотим освободить оставшихся заложников. Мы уже вернули половину из них. И я ценю совместные усилия Израиля и Соединенных Штатов по возвращению оставшихся заложников. Я не могу сказать, получится ли это у нас, но если Хамас откажется от своих бредовых заявлений и спустится на землю, тогда мы добьемся прогресса, которого мы все хотим. К тому же у израильского генштаба есть план эвакуации гражданских из Рафаха на север.
Я собираюсь отсюда на встречу с генеральным штабом, где они покажут мне этот двойной план. План эвакуации и план ликвидации оставшихся батальонов. Кстати, мы согласны с этим. Я имею в виду, что нас не нужно убеждать. Мы на одной волне с США в этом вопросе, потому что именно так мы и поступаем. Причина, по которой у вас есть это население в Рафахе, заключается в том, что мы фактически очистили его от других мест, от зон боевых действий, которые у нас были. Вот почему они там. Так что теперь у них есть возможность отправиться на север от Рафаха, в места, где мы уже закончили боевые действия. Нетаньяху уточняет, что речь идет о северной части Рафаха, а не сектора Газа, ведь там еще идут бои. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, как обычно, любая ваша реакция важна. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.